Всем привет! Сегодня я хочу показать, как зимуют мои глоксинии. У меня в коллекции более 30 сортов этих растений. И все мы живем зимой в таких вот зип-пакетиках. Вот. Небольшое количество грунта, слегка увлажненные пакетики. И так мы живем. В октябре месяце все мои глоксинии были уложены спать в принудительном порядке. Абсолютно все. Многие из них уже просыпаются. Я их высаживаю по горшочкам. Периодически просматриваю. Вот здесь еще мы можем поспать пока. Это тоже может оставаться в пакетике. А некоторые нужно уже высадить. Вот этот сортик уже может. Часть глоксиний, которые у меня проснулись еще до Нового года, я уже рассадила в горшочки. Вот так они растут. Живут на стеллаже под подсветочкой. Подсветка 12 часов в день. Пока они вытягиваются, хорошо себя чувствуют. И сегодня я покажу, как я высаживаю свои глоксинии. Итак, что нам для этого необходимо? Берем пакетик с глоксинию, которую хотим высадить. Он есть уже росточек хорошенький. Аккуратненько извлекаем клубенечек с пакета. Грунт хороший, влажненький. Вот. Так она перезимовала у нас, проснулась. Берем контейнер. Я использую горшочки 350 мл, обязательно с отверстиями. Сразу же пристраиваем фитилек, потому что все мои глоксинии растут на фитиле. Первое время подержу в горшочке, буду самостоятельно их поливать, а позже уже добавлю им водички, и они будут сами пить, сколько им нужно. Это выращивание глоксиний на фитиле, это очень удобно. Во-первых, вам не нужно их постоянно поливать, думать о том, хочет она пить, не хочет пить. Глоксиния сама будет пить, сколько ей необходимо. Так, берем наш клубенечек. Еще можно добавить земли. Грунт я использую универсальный с добавлением вермикулита. Я уже проверила. Земля хорошо пропитывается, не покрывается плесенью, ничего не закисает, поэтому использую такой грунт для фитиля. Так, присыпаем. Клубенечек сильно заглублять не нужно. Вот так. Все, клубенечек посажен. Росточек выглядывает. Слегка польем. Все, на первое время этого достаточно. Самое главное, 3-4 дня мы держим глоксинию накрытой. Обязательно накрываем пакетиком, чтобы она привыкла к окружающей среде, сохранялась своя влажность. Через 4 дня снимем пакетик и будем поливать ее самостоятельно. Потом пересадим ее уже на фитиль. Я использую такие бутылочки. Отлично подходит. Вот так будет выглядеть. Или, чтобы было более эстетично, можно использовать такой вариант. Вот. Те же бутылки. Вот так оно выглядит. Пускай растут.